Глава 201. Пресс-конференция. Команда разгоряченных старцев осталась в исследовательском центре. Чэнь Бин Юй, которой предстояло еще долго выздоравливать, вышла вместе с Чутянем. После долгих размышлений она спросила: «Как думаешь, они смогут закончить оба проекта?» Дело было не в том, что она не верила в Чутяня. Она не верила в Юнь Тяньхэ и его команду, эта технология на многие годы опережала стандарты континента, о ней не слышали даже в крупных империях. Юнь Тяньхэ был очень знаменитым ученым, но он был ограничен небольшой страной Южного Лета. Могли ли ученые из маленькой страны добиться того, чего не добились даже крупные империи? Ерунда. Разве я стал бы делать то, в чем не уверен? Сказал Чутянь, уверенно улыбнувшись. Конечно же, я не доверил им основную концепцию. О ней я позабочусь лично. Они отвечают за небольшие задачи, а я обучу их ключевым формулам. После этого они создадут дизайн, а я не буду вмешиваться, пусть работают над этим сами. Все просто. Это мог придумать любой человек с мозгом. Смогут ли они действительно завершить подобный проект? Даже коммуникационная технология с низким уровнем сигнала требовала использования нескольких сложных массивов. Если у Юнь Тяньхэ и остальных не будет теории и нужных знаний, они не завершат его даже через 100 лет. В эре Чутяня технология магнитной аудиокоммуникации считалась старой. Несмотря на то, что Чутянь понимал ее, он не был уверен, что сможет ее воспроизвести. Словно знание формулы пороха и само создание пороха, которое было уже совсем иным. Чутянь создавал ключевые теории, словно формулу пороха. Юнь Тяньхэ и остальные будут проводить тесты, изучать данные и исправлять ошибки, чтобы создать простейший порох. Это было совсем несложно. Это был лишь тяжелый труд, это экономило время Чутяня и позволяло Юнь Тяньхэ и остальным гордиться собой. В будущем торговому чуду понадобится команда разработчиков, техническая команда, которая будет поддерживать уже имеющиеся технологии и создавать новые. Это был беспроигрышный сценарий. Любопытство Чэнь Бин Юй стало еще сильнее. Какую компанию на самом деле создаст этот спокойный юноша? Охраняй дверь и никого не впускай, в подземной исследовательской лаборатории находилось несколько больших бочек. Они были наполнены красной жидкостью, и на каждой виднелся очищающий духовный массив. Грохочущую жидкость переполняло пугающее количество энергии. Чутянь заполучил кровь древнего бога. Воспользовавшись памятью бога, Чутянь обработал трупы инь божественной кровью. Божественная кровь обладала мощью духовного бога, способной разрушать любой яд, но это придавало ей и высокую токсичность. Если они смогут применять ее для исцеления тела, им больше не нужно будет бояться проклятий и ядов. Но люди не могли выдержать энергии божественной крови. Поэтому он должен был разбавить огромное количество энергии, чтобы превратить ее в лекарство, которое можно будет использовать. Жидкость в каждой бочке была разведена одной каплей божественной крови. Разве концентрация не слишком высокая? Если пользоваться ей бездумно, она разрушит твое тело. Невероятно, мощь крови духовного бога оказалась слишком сильной. Кто велел духовному богу быть сильным мира сего? Кровь нужно было разбавлять еще сильнее. Чутянь не успел начать, как в лабораторию ворвалась Наньгун Юнь с огромным молотом. Не желая, чтобы Чэнь Бин Юй ее выгнала, она громко закричала: «Сегодня торжественное открытие отеля торгового чуда. Как президент может торчать здесь? Пошли со мной». Ин и старшая Цин уже умирают от беспокойства. Как плохо, он забыл о важном деле, следовало предоставить это двух юным госпожам. Чутянь отказался от плана. Чтобы лисенок тайно не выпил разведенную кровь бога, он поместил ее в тыкву. «Я понимаю, что ты беспокоишься. Сейчас пойду». Церемония открытия подходила к концу, не было даже тени президента, а ты говоришь, чтобы мы не беспокоились. Чутянь был сердцем торгового чуда. Из-за силы и репутации Чутяня множество семей желали объединиться с торговым чудом. Чутянь должен был появиться на торжественном открытии, чтобы деловые партнеры были в нем уверены. Последние несколько дней Мэн Цин уделала многое, чтобы привлечь к торговому чуду внимание. И теперь, в самый первый день бизнеса, внимание достигло пика, а улица наводнилась людьми. «Почему ты появился только сейчас? Пошли со мной». Как только Чутянь прибыл, нежная слабая рука потянула его в ресторан. Выбежав вперед, Мэнин сказала: «Сестру окружили репортеры, ты должен ее спасти». Чутянь горько улыбнулся. Какое преувеличение. Молодая госпожа должна была уже с этим разобраться. Шел первый день существования отеля торгового чуда. Мэн Цину пришла в голову идея провести в вестибюле отеля пресс-конференцию, чтобы объявить центральному городу появление торгового чуда. Холл затопило человеческое море. Кроме новостей, связанных с 3 великими семьями, Мэн Цин связалась и с представителями других медиакомпаний. Их было 30-40, еще в толпе виднелись представители небольших и средних семей.
Было 4 таблички. В центре сидел президент Чутянь, сбоку вице-президент Мэн Цин У Юнья, представитель семьи Юнь. С другой стороны сидела директор Фэн Цайды, которая была очень значимым приглашенным гостем. Кто не знал о статусе Фэн Цайды? Неужели маркиз Божественного Ветра специально ее послал? Пресс-конференции с нетерпением ждали и обычные граждане, и торговцы. Встала Фэн Цайды, одетая в торжественное желтое платье. Волосы были аккуратно уложены, она даже нанесла макияж. Она была без меча Божественного Ветра, и ее нежный вид удивил всех присутствующих. Приветствуем всех, добро пожаловать в отель Торгового Чуда. Спасибо за участие в пресс-релизе и партнерской встрече. Я, Фэн Цайды, директор этой пресс-конференции. А теперь пригласим на сцену президента Торгового Чуда, уважаемого Чутяня, вице-президента, молодую госпожу Мэн Цин У, и представителя дружественной семьи Юнь, молодую госпожу Юнь Я. Мэн Ин подтолкнула Чутяня. «Давай, давай». Чутянь беспомощно вышел на сцену. Слабо улыбнувшись, он всех поприветствовал. Толпа разразилась аплодисментами и радостными криками. Наконец они увидели этого чудесного юношу, пришла и Мэн Цин У. На ней было чисто белое платье, а волосы стекали по спине, как черный водопад. Длинные ноги, стройная осанка и красота, способная разрушать страны, придавали ей вид журавля среди цыплят. Молодая госпожа действительно оказалась необычной. Она выглядела торжественно, достойно и благородно, как равнодушная богиня. «Вы пришли туда, куда надо». Помахала всем Мэн Цин У, а потом села и посмотрела на Чутяня. Юнь Я тоже вышла на сцену. Юнь Я тоже была красива, и хотя вела себя серьезно и высокомерно, из-за чего к ней опасались подходить, она была преемницей одной из великих семей и молодым мастером. Ее популярность была довольно высокой. Юнь Я была подходящим кандидатом в представители семьи Юнь. Аплодисменты стали еще громче. Толпа взбудоражилась. Многие видели Чутяня впервые. Увидев его так близко, все потрясенно вздохнули. Чутянь на самом деле молод. Не верится. Он выглядит вежливым, но он же беспощадно сломал конечности посланнику семьи Шангуань. Чутянь одним ударом победил молодого мастера Небесного Волка и молодого мастера Дракона-Тигра. Его статус не ниже, чем у 4 молодых мастеров. Все принялись переговариваться. «Начнем пресс-конференцию», — сказала Фэн Цайды, держа микрофон. «Прошу вице-президента Мэн Цину начать изложить стратегию Торгового Чуда». Мэн Цин уже была готова. Взяв микрофон, заговорила. «Приветствую друзей из СМИ и наших партнеров. Торговое Чудо — недавно созданная компания, и мы благодарны каждому за поддержку. Торговое Чудо создало много новых технологий, например, талисманы, таблетки, электролампы, энергетические горшки, которые завоевали большой успех. Позволяя чудесным продуктам Торгового Чуда быстрее попасть на рынки главного города и прилегающих городов, мы расширим наши масштабы и улучшим жизнь каждого. Последние месяцы Торговое Чудо много готовилось. Мы создали зал Цилинь, которым управляют Наньгун Юнь и Юнь Я. Скоро мы создадим отдел продаж медиа Торгового Чуда, опирающийся на нашу технологию вещания, о которой расскажет молодая госпожа Фэн Цайды. В ближайшем будущем диапазон вещания Торгового Чуда будет охватывать миллионы жителей центрального государства. Мы создадим много каналов с разными программами и изменим повседневную жизнь центрального города. Помимо этого, Торговое Чудо ищет партнеров, которые могут предоставить производственные линии и различные каналы вещания, что поможет развивать наши технологии. Ожидается, что мы создадим для жителей центрального города 50 тысяч рабочих мест и принесем центральному городу десятки миллионов золотых монет. Все ошеломленно прислушивались к ее словам. Стратегия Торгового Чуда действительно была масштабной и полностью меняла их точку зрения. Когда Мэн Цину закончила, Фэн Цайды передала микрофон Чутяню. «Просим президента озвучить план нашего сотрудничества с партнерами. Черт возьми, заставляют меня это делать. Я ничего об этом не знаю». Мэн Цину незаметно передала подавленному Чутяню сценарий. Глубоко вздохнув, он поднес микрофон к губам. Торговое Чудо хочет нанять наемников подземелья и инвестировать в их развитие 50 миллионов золотом. В ближайшие 2 месяца наемников подземелья будет уже 3000. К тому же, Торговое Чудо вложит в фонд сотрудничества 100 миллионов золотых монет. Мы будем сотрудничать с сектой Юнь, Тяньчэнь Коммерс и множеством других сил, соответственно, у компании есть, партнеры должны будут, все были поражены. Торговое Чудо появилось всего несколько дней назад, а у них уже было много союзников. В конце Чутянь объявил: «Потом мы подпишем соглашение». Быстро взяв микрофон, Фэн Цайды сказала: «Пусть на сцену выйдут партнеры». На сцену вышли Линь Му, Цзин Хао и еще 20 человек. Чутянь пригласил только Линь Му и Цзин Хао. С другими жителями центрального города связалась Мэн Цин У. Они были из различных средних компаний, команд наемников и судоходных компаний.
Разве им придется беспокоиться о ресурсах и влиянии, если они будут сотрудничать с торговым чудом? Чутянь не мог не похвалить Мэн Цину, а она действительно оказалась сильна. Она смогла за короткое время собрать все ресурсы, нужные торговому чуду. Безусловно, развитие торгового чуда будет идти гладко. Фэн Цайде показала слабую улыбку. А теперь вопросы. Если у кого-то есть вопросы, то не стесняйтесь. Не успела она договорить, как поднялись бесчисленные руки, у людей было много вопросов. Все очень воодушевлены, выбрала человека Фэн Цайды. Тогда сначала молодая госпожа, кто бы мог подумать, что когда пресс-конференция достигнет апогея, холл окутает пугающая аура. Все изменились в лице. Что происходит? Какая ужасающая аура! В центральном городе такой силой обладали лишь несколько человек. Кто же это мог быть? Так смело вмешаться в пресс-конференцию торгового чуда? Неужели они не слышали об успехах Чутяня? Чэнь Бин Юй медитировала с закрытыми глазами, но, ощутив ауру, сразу же встала. Ее взгляд стал убийственным, но в нем виднелся и намек на страх. Глава 202. Меч, пьющий кровь. Холл наполнился тяжелым запахом крови. Всем казалось, словно им к горлу приставили залитый кровью меч. Эта кровь состояла из жажды попробовать кровь на вкус, жажды перерезать кровеносные сосуды в их шеях. Это было очень сильное давление. Одна лишь аура говорила о том, что противник не уступал Чэнь Бин Юй. Оживленная толпа тут же утихла, а некоторым было страшно даже дышать. Когда в центральном городе успел появиться такой эксперт? Ты и правда храбрец, Чутянь. В холле неожиданно раздался громкий голос, от которого полопались все стекла. Предал семью Чу, создал собственную компанию и даже пошел против своей семьи. Ни капли достоинства, тебя есть за что презирать. Каждое слово напоминало невероятно острый меч, прорежающий холл. В центральном городе было лишь несколько экспертов истинной души, он не мог взяться из ниоткуда. Семья Шангуань послала кого-то отомстить. Семья Шангуань не могла так быстро проигнорировать маркиза Божественного Ветра и отправить гонца, чтобы отомстить. Шангуань Мин только что покинул центральное государство, Чутянь сидел на месте и не шевелился. В центре холла появилась красная фигура. Это был старик, сильный духом. Волосы и борода были седыми, тощее тело скрывалось под длинным красным халатом мечника, а на голове виднелась черная нефритовая корона. Глаза были острыми, словно лезвие, а аура — острой, как меч, запятнанный кровью. Все задрожали. Если этот человек выйдет из себя, жертвами его меча падут все. Меч, пьющий кровь, Чуши. Почему именно он? Разве великий старейшина семьи Чу не покинул 4 года назад центральное государство? Всех охватило изумление. Это был не изгой, а удаленный старейшина семьи Чу, предыдущий глава Чуши, человек, известный как меч, пьющий кровь. 40 лет назад его центральное государство содрогалось от его имени. Хотя удаленные старейшины не обладали настоящей властью, их влияние намного превышало влияние глав семьи. 4 года назад Чуши уехал, надеясь найти себя и новую цель развития семьи Чу. Никто не ожидал, что он вернется в центральный город, чтобы морально поддержать семью Чу. Это означало, что в семье Чу имелся эксперт истинной души. Чуши вышел на сцену. От каждого его шуга земля покрывалась кровью, и все люди расступались, освобождая ему путь. Меч, пьющий кровь, наслаждался людской кровью и убивал безо всяких эмоций. Кто бы посмел остановить эту смертоносную звезду? Лишь самоубийца. Температура в холле упала. На пути Чуши встала молчаливая девушка в черном. Взгляд Чэнь Бин Юй был убийственным. Холодно уставившись на Чуши, который многие годы назад прославился на все центральные государства, она равнодушно сказала: «Еще шаг вперед, и я тебя убью». Смелое заявление. Чуши никогда не видел Чэнь Бин Юй, но слышал об ее славе. Девушка была молода, но ее культивация ужасала. Чуши не был уверен, что сможет ее победить Чэнь Бин Юй. Советую тебе не вмешиваться в чужие дела. Как только ты впутаешься, выбраться будет нелегко. Чэнь Бин Юй промолчала. У нее на ладони появилась хрустальная снежинка. Чуши охватило желание убивать. Чэнь Бин Юй была известна как ледяная королева с властным характером и безжалостными ударами. Если Чуши пошевелится, она не будет сдерживаться. Мэн Цин у Июнья сильно нахмурили брови. Этот человек пришел сюда с плохими намерениями. Несмотря на то, что Чэнь Бин Юй могла остановить его, сражение двух экспертов истинной души разрушило бы отель торгового чуда, и их бизнес-план пошел бы прахом. Это стало бы серьезным ударом для морального духа торгового чуда. Сильнее всего Мэн Цин убеспокоило то, что появление Чуши неприятно поразит людей, решившихся работать с торговым чудом. Среди желающих было немало сил. Мэн Цин не возражала, потому что могла пользоваться их преимуществами, пока они сотрудничают с торговым чудом. Кто же знал, что появится меч, пьющий кровь,
люди не знают собственной судьбы. Глядя на Чэнь Биньюй, Чуши ощущал, насколько она сильна. Даже Чуши не был уверен, что справится с ней. Неудивительно, что семья Чу не справилась с этим коварным отродьем, ведь их защищает такой эксперт. Не совершай ошибку, Чутянь. Посмотрел на него Чуши, не обращая внимания на Чэнь Биньюй. Еще есть шанс вступить на верный путь и вернуться в семью Чу. Хотя ты допустил ряд ошибок, я могу гарантировать, что тебе все простят. Семья будет тренировать тебя, как тренировала Чу Синхэ. У всех на лицах проступил шок. Семья Чу хотела вернуть брошенное ими дитя, и им следовало сделать это раньше. Если бы Чутянь вернулся в семью Чу, то он заведовал бы вопросами науки, а Чу Синхэ — вопросами боевых искусств. Эти два потенциальных маркиза сделали бы мощь семьи Чу непреодолимой. Если я применю силу семьи Чу, у торгового чуда не будет хорошего будущего, вам будет трудно зарекомендовать себя. Глаза Чуши сияли алым светом, а тело окружала частично видимая сила. Это единственный способ спастись. Оставь торговое чудо и вернись в семью Чу, иначе перспективная, целенаправленная подготовка тоже угрожала его власти. Пытаясь достичь цели, он применял метод кнута и пряника. Удаленный великий старейшина знает, как быть человеком. Сердце Чутяня наполнилось раздражением. Это было чувство изначального хозяина тела, глубокая ненависть и боль. Когда от меня не было прока, семья Чу оставила меня и убила моих родителей. Теперь, когда я стал немного ценным, вы хотите, чтобы я вернулся и стал жить, как пес? Кем ты меня считаешь? Проваливай. Проваливай. Одного это слово потрясло каждого. Чутянь был не здорово решительным. Когда он высокомерно поступил с Шангуаньмином, он выиграл, потому что центральное государство не было землями семьи Шангуань. А теперь Чутянь посмел выступить против знаменитого Чуши, меча, пьющего кровь? Старик. Да кто ты такой? Посмел угрожать мне? Ну, попробуй. Встав, Чутянь принял надменный вид. Обещаю, что если семья Чу хоть как-то выступит против торгового чуда, я нанесу семье Чу серьезный урон. Я не боюсь тебя. Даже если бы в семье Чу было больше 10 тысяч человек, а я один, я бы ни на секунду не испугался тебя. Ярость Чутяня была мощной, словно молния. Хотя он был слабым, его ауры оказалось достаточно, чтобы Чуши ощутил давление. Все втянули холодный воздух. Решительность, дикость, поведение Чуши было очень жестким, но никто не ожидал, что Чутянь не проявит к нему уважения и поступит так же жестко. Это был так называемый мягко давящий страх, пугающая дикость и паническое оцепенение. Чуши не мог ничего сделать, столкнувшись с таким упрямым юношей, как Чутянь. Когда Чутянь был слаб, он не побоялся на глазах у тысяч наемников семьи и облить мочой молодого мастера Небесного Волка. Он был известен как человек, который не боится смерти. Все понимали, что Чутянь сможет ответить за свои слова. Если семья Чу пойдет против торгового чуда, может разразиться губительная битва. У Чутяня было 18 трупов Инь, Чэнь Биньюй, помощь Юнь Тяньхэ и поддержка маркиза Божественного Ветра. Не стоит забывать о могуществе семьи Юнь и других средних и мелких семей, завербованных Чутянем. Если начнется сражение, центральный город утонет в крови. Сможет ли семья Чу пережить эту бурю? Возможно, они потеряют половину лучших культиваторов и станут семьей второго класса. Чутянь был готов на все. Пойдет ли на это же семья Чу, кто, не желая умереть, стал бы сражаться с Чутянем? В глубине души все были уверены, что Чуши не будет рисковать семьей Чу, чтобы уничтожить торговое чудо. Это укрепило решимость людей работать с торговым чудом. Чуши ошеломленно замер. Он только что вернулся в центральный город, поэтому знал лишь о недавних событиях. Личность Чутяня не очень была ему понятна, и поэтому он, применив мощь и престиж, решил подчинить Чутяня. Будет хорошо, если он сможет вернуть Чутяня в семью Чу. Если не выйдет, он все равно попытается лишить его торгового чуда. Кто мог подумать, что удар придется на железный щит? Лицо Чуши побледнело. 40 лет назад он купался в славе, а этот юноша насмехался над ним. Ты, это пресс-конференция торгового чуда, и старого дурака вроде тебя в списке приглашенных нет. Чутянь даже не обращал внимания на то, что он эксперт истинной души. Чэнь Биньюй, прогоняй этот старого дурака. Мы не будем тянуть с пресс-конференцией. Чэнь Биньюй сделала шаг вперед. Пожалуйста, уйдя. Чэнь Биньюй была очень жестким человеком. Лицо Чуши побледнело еще сильнее. Продемонстрировав силу, он хотел отпугнуть людей, желающих сотрудничать с торговым чудом, но лишь испугался. Выпрямивший, он произнес: «Не возвращаться в семью Чу — глупое решение. Семьи центрального государства, слушайте внимательно, выбрав неправильную сторону, вы столкнетесь с серьезными последствиями. Вас ждет возмездие семьи Чу». В воздух взлетел лист бумаги.
Он, словно дротик, летел в Чутяня. В руках такого эксперта, как Чуши, даже обычный лист бумаги мог разрезать сталь. Чэнь Бин Юй схватила лист. Развернув его, она увидела несколько больших иероглифов. Вызов. «Надеюсь, Чутянь, ты действительно уверен в себе», — холодно сказал Чуши и развернулся, собираясь уходить. «Если это так, то прими вызов сильнейшего гения третьего поколения семьи Чу Синхэ. Честное сражение». Вызов Чу Синхэ, все были поражены. Чэнь Бин Юй передала вызов Чутяню, но на бумаге не значилось ни времени, ни места. Юнь Я, Наньгун Юнь и остальные нахмурили брови. В силе Чутяня можно было не сомневаться. Но не слишком ли рано сражаться с Чу Синхэ? Чу Синхэ был подлинным гением, способным сражаться с культиваторами более высокого уровня. Возможно, в пространстве испытания Чутянь победил, но его нынешнее искусство меча не позволяло ему сражаться с Чу Синхэ. Согласие подразумевало серьезный риск. Но это не значило, что Чутянь боится. Отлично. Даже не удостоив вызов взглядом, Чутянь у всех на глазах разорвал его. Я подожду, пока он поправится. Чутянь согласился. Это означало, что двум ослепительным гениям центрального города было суждено столкнуться, толпа не скрывала восхищения. Подлинный гений с подлинной гордостью. Не боится проблем, могущественных врагов и даже смерти. Обычные люди не обладали такой решительностью. Чуши ушел. Отлично, старый дурак, ставший причиной проблем, ушел. Сел Чутянь. Пожалуйста, продолжайте. Церемония подписания прошла нормально. Появление Чуши не отпугнуло ни одного партнера торгового чуда. Скорее, оно даже позволило всем увидеть сильную сторону Чутяня, и Чуши страдал от этой потери, партнеры еще сильнее поверили в сотрудничество с торговым чудом. Хотя этот инцидент не помешал пресс-конференции, над центральным городом повисла тень напряжения. Чутянь и Чу Синхэ, двум заклятым врагам, было суждено сразиться. Глава 203. Сила в обмен на деньги. Штаб-квартира семьи Чу. Несколько сотен мечников семьи Чу выстроились в две колонны, а поприветствовать гостя вышел даже сам глава семьи Чу, Чу Шаньхэ. Семья Чу оказалась в тяжелом положении, но возвращение самого удаленного старейшины могло сильно повлиять на семью Чу. Удаленный великий старейшина Чуши достиг уровня истинной души и был не слабее этого бессмертного старца Юнь Тяньхэ. Его боевая мощь была даже выше, чем у Юнь Тяньхэ. Три великие семьи одна за другой несли потери, потому что у них не было эксперта истинной души, и им приходилось действовать аккуратно. Они позволили Чу Тянь стать таким сильным, что с ним уже нельзя было справиться. Чу Шаньхэ протянул Чуши руки. Удаленный великий старейшина, не нужно слов, я все понимаю. Чуши пронесся над всеми, словно меч. В каком состоянии Синхэ сейчас? Отведите меня к нему. Состояние Чу Синхэ стабилизировалось, но он до сих пор был в опасности. Адское пламя было слишком коварным, оно сжигало не теплом, а духовной энергией, которая наносила ущерб культивации врага. Адское пламя Чутяня отличалось от обычного адского пламени. Больше 10 тысяч лет назад король-призрак создал мощную силу, которая могла разъедать меридианы и наносить непоправимый урон. Когда Чу Синхэ попал под удар яростного пламени, в его меридианы проникло много адского пламени. Рана оказалась очень серьезной, и быстро восстановить культивацию Чу Синхэ не мог. Чу Синхэ нанес удар, который чуть не сделал Чутяня калекой. А Чутянь нанес Чу Синхэ удар, который почти искалечил его. За такое оскорбление необходимо было отомстить. Чу Шаньхэ переполняла ненависть. Проклятый мальчишка Чутянь. Такие тяжелые раны еще долго не дадут Чу Синхэ прийти в себя. Вылечить тело легко, а душу очень сложно. Чуши посмотрел на Чу Синхэ, который лежал на кровати с растрепанными волосами и бледным лицом. Синхэ с детства был талантливым и никогда не проигрывал, если только кому-то из старшего поколения. Теперь, когда его победил неизвестный, более молодой человек со слабым культивационным фундаментом, в его душе поселился демон. Чу Шаньхэ нахмурил брови. Чу Синхэ был будущим семьи Чу. Семья рассчитывала, что он получит титул маркиза и выведет семью на новые высоты. Как все могло так закончиться? Дело в Чутяне. Я соберу все силы семьи и убью его во что бы то ни стало. Нет. Остановил его Чуши. Семье Чу было сложно сражаться с противником, на стороне которого была Чэнь Бин Юй. Если они разозлят этого безумца, семью Чу не будет ждать ничего хорошего. У Синхэ длинный путь. Он встретится со многими гениями, но мы не можем решать за него, верно? Он должен разобраться со своим демоном лично. Чуши вошел в комнату. Чу Синхэ слабо открыл глаза, удаленный великий старейшина. Чуши сурово спросил: «Синхэ, ты смирился с поражением?»
Глаза Чу Синхэ вспыхнули яростью и ненавистью. Это поражение оказалось для него серьезным ударом. Приятно видеть у тебя такой взгляд. Помни, как бы ни был силен человек, он не может всегда побеждать. Чуши увидел в его взгляде глубинную ненависть. Он продолжил: если ты не можешь победить одним ударом, как ты можешь отвечать за развитие семьи Чу? Давай. Скажи. Думаешь, ты слабее Чутеня? Нет. Сжал кулаки Чу Синхэ. Это невозможно. Он выиграл, воспользовавшись моментом. На поединке я смогу убить его в одиночку. В этом можно было не сомневаться. Во время предыдущего сражения было видно, что Чутянь бился с Ло Сянлуном и Е Тянланом изо всех сил. Несмотря на силу Чутеня, сразиться с Чу Синхэ он еще не мог. «Ты не должен лежать и тратить время», — сказал Чуши. «Ты должен вернуть потерянную честь. Я уже отдал Чутяню вызов, и как только ты вылечишься, ты сразишься с ним в поединке». Чу Шаньхэ был поражен. Великий старейшина, может быть, это неправильно. Боюсь, раны Синхэ так быстро не заживут. Думаешь, я вернулся так внезапно без причины? Чуши достал из кармана нефритовую коробку. Посмотри на это. Чу Шаньхэ открыл нефритовую коробку. Из нее хлынули массивные волны духовной энергии, которые заполнили зал. Вокруг коробки возникли иллюзии. Все оцепенели. Чуши ответил: это духовный женьшень 7 песен. Духовный женьшень 7 песен — это естественный эликсир, и этому 30-40 тысяч лет. Он уже стал святым лекарством, это почти лекарство бессмертия, это без 5 минут эликсир бессмертия. Пока еще нет. Лекарство бессмертия — очень драгоценная вещь, которая не может вырасти в иссушенных духовных руслах страны Южного Лета. Несмотря на то, что это не лекарство бессмертия, а святое лекарство высшего класса, которое стоит миллиарды золотых монет, оно может вылечить все раны и быстро усилить культивационный фундамент. Оно может привести Синхэ к прорыву, святое лекарство высшего класса. Материалы делились на следующие классы: обычные, духовные, святые, материалы бессмертия и божественные. Каждый класс делился на подклассы: низший, средний, высокий и высший. Земляной плод, который Чутянь получил, отдав большое количество баллов, был всего лишь святым лекарством среднего класса. Легко представить, насколько ценный в стране Южного Лета был духовный женьшень 7 песен. Это было бесценное святое лекарство высшего класса. Наконец-то Чу Шаньхэ понял, насколько драгоценно это лекарство. Он взволнованно спросил Чу Синхэ: «И почему ты до сих пор не благодаришь его?» Чу Синхэ попытался поклониться: «Большое спасибо, удаленный великий мастер». Чу Шаньхэ сказал: «Из нынешних молодых мастеров двое, Ло Сянлун и Е Тянлан, стали калеками, а одна, Юнь Я, слугой Чутеня, поэтому они мало на что способны. Если сможешь победить Чутеня, тебе не будет равных в центральном государстве, а уважать тебя станут даже сильнее, чем раньше». Чу Шаньхэ держал нефритовую коробку, а глаза его жестоко сверкали. Чутянь должен пережить позор, который будет в 100 раз сильнее его позора. Не создавайте пока проблем торговому чуду. На время оставим их в мире и покое. Разве люди не подумают, что семья Чу боится их, если мы ничего не предпримем? Все в порядке. Я хочу остановить Чутеня, так что пока не будем ничего делать. А потом нам придется уничтожить торговое чудо, жестоко улыбнулся Чуши. Старики Е и Ло недавно были возле имперского города, я уже написал им письмо. Как только они вернутся в центральное государство, если 3 удаленных великих старейшины объединятся, дело пойдет в разы лучше, чем у 3 великих семей. Чу Шаньхэ кивнул. Если так и будет, им не удастся проиграть. Юнь Тяньхэ был самым сильным среди глав 3 великих семей. Однако 3 удаленных великих старейшины нашли преемников и, расслабившись, покинули семьи. Они могли путешествовать и культивировать, теперь у них был шанс стать сильнее. Преемника не было лишь у Юнь Тяньхэ, так что ему пришлось остаться. К тому же, его семья сосредоточилась на науке, так что он не собирался становиться сильнее. Он остался в центральном городе, и теперь они заметно от него отличались. Ветер вырвет деревья, а трава, примятая к земле, останется в безопасности. Чуши был старым, но могущественным. Маркиз Божественного Ветра силен, а Чутянь на пике славы, поэтому мы дождемся момента, когда можно будет нанести удар. 3 великие семьи удерживали позиции уже несколько веков, и победить их будет непросто. Если они сохранят сердце семей, если 3 удаленных великих старейшин будут работать вместе, даже Маркизу Божественного Ветра придется насторожиться. Как только выдастся момент, убить Чутеня будет легче, чем съесть пирог. Этот аспект не требовал критики, потому что все покажут результат. Единственным, что беспокоило Чуши, было то, что Чу Синхэ не смог убить Чутеня.
Естественно, Чуши не считал, что Чу Синхэ проиграет, скорее, его беспокоило, что может вмешаться маркиз Божественного Ветра, который не даст Чу Синхэ убить Чутеня. Чу Шаньхэ издал долгий вздох, план удаленного великого старейшины позволял не волноваться. Большая часть земель семьи Чу стала их собственностью благодаря удаленному великому старейшине, а другая часть земель была получена разными экспертами семьи Чу. Каждый обладал жестоким сердцем, ни один из них не был обычным человеком. На что рассчитывал маркиз Божественного Ветра? Он был не таким хорошим стратегом, как три великие семьи, хоть и являлся маркизом и ветераном. Просто подождать, жить Чутяню осталось не так уж и долго. На следующий день уже весь центральный город знал, что вернулся удаленный великий старейшина семьи Чу, а Чу Синхэ бросил Чутяню вызов. Семья Чу даже сообщила об этом в прессе. Пресса с безмерным высокомерием заявляла, Чутянь пока слишком слаб. Даже если Чу Синхэ победит его, это не будет значимой победой. Они даже дали Чутяню время, чтобы тот прорвался на уровень прославленной души, чтобы он смог с ним сразиться. Новость распространилась по всему центральному городу и потрясла каждого. Поединок Чу Синхэ и Чутяня был битвой, которую все с нетерпением ждали. Был ли Чутянь слаб? Конечно же, не был. Он сам победил Ло Сян Луна и Е Тян Лана. Человек в одиночку победил двух молодых мастеров. Это значило, что Чутянь достаточно силен, чтобы быть наравне с Чу Синхэ. Уже сейчас Чутяня многие называли сверхталантливым и даже придумали ему титул «Молодой мастер ада». Слава, завоеванная благодаря этому странному мечу, и этот титул говорили о том, что Чутяню нашлось место в людских сердцах. Когда новости семьи Чу разошлись по городу, Чутянь лишь спокойно улыбнулся. Семья Чу играла в вежливость и разрешала ему прорваться. Что за чушь? Дело было в Чу Синхэ, который получил рану и пока не может сражаться. Они притворялись, что дают Чутяню время вернуться в семью Чу и демонстрировали свое благородство. Чутянь легко это разгадал, но он не мог догадаться, что на этот раз дело было не только в ранах Чу Синхэ, но и в его прорыве. Поглотить святое лекарство просто так было невозможно, было слишком много побочных эффектов, чтобы мощь святого лекарства проявилась. Нужно было найти соответствующее вспомогательное лекарство. Юнь-Я не могла это осмыслить. Ты правда готов объявить им войну? Чу Синхэ сильно отличается от тех двоих, которых ты победил. Его силы мне предельно ясны. Чутянь сражался с Чу Синхэ в пространстве испытания и знал, каким могуществом обладает его искусство меча. Более того, если Чу Синхэ сражался в полную силу, то его мощь подскакивала на несколько уровней. Пусть приходит. Если он посмел бросить мне вызов, то я сражусь с ним. Юнь-Я действительно не верила, что Чутянь сможет победить Чу Синхэ. Вот только изобретения Чутяня были такими чудесными, что Юнь-Я раздирал внутренний конфликт. Он не был конкурентом Чу Синхэ, но вдруг у него есть потрясающий сюрприз? Никто не верил в него, когда он исчез в башне испытания. Но он раскрыл всем глаза. Отложив эту проблему, Чутянь сосредоточился на помощи молодым госпожам Ин, Наньгун и остальным. Молодая госпожа и Ин были на первом уровне пробужденной души, а их бессмертные звездные тела находились на пике царства стеклянного тела. Чтобы они прорвались к вершине царства стеклянного тела и второму уровню пробужденной души, Чутянь воспользовался камнем звездного света. Также Чутянь достал лекарство, почти ставшее святым лекарством, и смешал его с тысячелетним духовным медом, что позволило им прорваться на третий уровень пробужденной души. Молодая госпожа и Ин не были воинами, поэтому им не нужно было культивировать. Чутянь не жалел усилий, чтобы усилить их культивационный фундамент, так что росли они довольно быстро. Через 10 дней они должны были достичь пика третьего уровня пробужденной души. Чутянь и Наньгун Юнь не отступали, пытаясь достичь пика. За эти дни они потратили немало денег, 200 миллионов золотом. Это было серьезной тратой даже для 4 великих семей. Торговое чудо расширялось, но большая часть прибыли шла на развитие и инвестиции. Чтобы взять у семьи Юнь кредит, они воспользовались именем компании. Для семьи Юнь они были важными персонами, поэтому Чутянь помог им создать святую таблетку. Она увеличивала шансы Юнь-Я прорваться на 5-й уровень пробужденной души, и это уже представляло интерес. Нужно знать, что алхимические техники этой эпохи были очень грубыми. Таблетки, созданные из святых лекарств среднего класса, которые готовили эксперты-алхимики страны Южного Лета, не могли сравниться с таблетками, созданными из святого лекарства низшего класса, которые приготовил Чутянь. Чутянь помог Юнь-Я создать святую таблетку, и это увеличивало ее качество вдвое. У Юнь-Я был отменный потенциал. Чутянь лично переработал ее нынешнюю культивационную технику. У Юнь-Я был высокий шанс прорваться на 5-й уровень пробужденной души. Линь-Му, Фан-Хань и Юнь-Ся тоже быстро достигли 3-го уровня пробужденной души. Готовясь достичь 4-го уровня, Линь-Му и Фан-Хань обменяли баллы, полученные в испытании на святые лекарства, а Юнь-Ся заручился поддержкой семьи. Они обладали неплохими силами, так что у них был большой простор для роста. Ресурсы тратились все быстрее и быстрее,
особое внимание Чутяня обратил на создание святых таблеток для молодой госпожи Ин, Линьму, Фанханя и Наньгун. Чтобы создать святые таблетки, нужно было немало святых материалов, так что 100 миллионов, взятых в кредит у семьи Юнь, не хватало. В итоге они взяли несколько десятков миллионов у торгового чуда, и эта сумма удовлетворила их потребности. Их культивационные нужды были слишком велики. Расширяя компанию, Чутянь не жалел сил, 4 великих семьи были сосредоточены лишь на обучении 4 преемников. Почему? Неужели другие таланты этих семей оказались недостаточно хороши? Вовсе нет. В их семьях было много талантливых людей, но обучение было слишком сложным, так что даже 4 великим семьям пришлось остановиться на обучении нескольких значимых людей. Чутянь еще давно это понял. Лучшие силы континента не обладали самыми талантливыми людьми. Скорее, они обладали монополией на ресурсы, обучение во влиятельных фракциях и самостоятельное обучение отличались друг от друга. Глава 204. Новая секта Юнь. Когда разошлась новость, что семья Чу бросила Чутяню вызов, центральный город вновь содрогнулся. Стороны, причастные к этому, вошли в период спокойствия. 3 великие семьи успокоились и теперь избегали конфликтов с торговым чудом. Торговое чудо продолжало развиваться, объединяя под своим знаменем семью Юнь и несколько других семей. Они стали сверхсилой, равной 4 великим семьям. Мэн Фэн Юнь Лун дрожал от ненависти, но его удерживало вмешательство маркиза Божественного Ветра. Нынешнюю власть он получил от двоюродного брата. А раз маркиз Божественного Ветра смог дать ему власть, то и забрать ее он сможет. Маркиз Божественного Ветра и без того был крайне недоволен, что Шангуань Мин пытался разобраться с Чутянем. У Фэн Юнь Луна не было иного выбора, кроме как пересмотреть отношение к родственникам. Более того, корни семьи Фэн уходили не так глубокого, как корни 4 великих семей центрального города, а сделать шаг не решались даже 4 великих семьи. Если мэр совершит ошибку и разозлит средние семьи, он лишится своего поста. Ему оставалось лишь беспомощно наблюдать за торговым чудом. С поединка Чутяня, Ло Сян Луна и Е Тян Лана прошло 2 недели. Мэн Ин, Мэн Цин У, Линь Му, Фан Хань и Чутянь достигли пика 3-го уровня пробужденной души, а Юнь Я достигла пика 4-го уровня пробужденной души. Прогресс Наньгун Юнь, Фэн Цайды и Юнь Я был довольно быстрым, а все необходимые материалы у них имелись. Чтобы лично создать для них святые таблетки, Чутянь воспользовался безграничной тыквой. Алхимические знания Чутяня превосходили текущую эпоху. Святые таблетки низшего класса, созданные Чутянь, обладали эффектом, которого не было у большинства святых таблеток среднего класса. Безграничная тыква была очень редким сокровищем, и созданные в ней таблетки обладали большим количеством духовной энергии, что выводило эффект таблеток на новый уровень. Добравшись до пика 4-го уровня пробужденной души, Юнь Я устремилась к 5-му уровню. Она прорывалась, не встречая препятствий. Из царства пустой души Наньгун Юнь и Фэн Цайды перешли в царство просветленной души, поэтому им прорваться было трудно. Но благодаря помощи Чутяня их шансы на успех достигли 70%. Эффект безграничной тыквы шокировал Чутяня. Ведь во время создания таблеток безграничная тыква сама добавляла в них духовную энергию. К тому же, отходы становились пищей для тыквы, которую она и поглощала. Тыква не была мертвым предметом. Это было растение, наполненное жизнью. Чутянь поливал ее живой водой, а потом создавал новые таблетки. Медленно вырастая, безграничная тыква становилась все шире. Закончив рост, она могла проявить множество новых способностей. Чутянь! Чутянь! Выходи сейчас же! Подошла к двери взволнованная Мэн Ин. Хочу сообщить тебе хорошие новости. Чутяня несколько заинтересовался, что такое. Мэн Ин с радостью посмотрела на него. Мы с дядей Сюном были в семье Сюн. Мы подписали соглашение с генералом Сюном, и отныне семья Сюн будет сотрудничать с торговым чудом. Это действительно было хорошо. У семьи Сюн был высокий статус в центральном государстве, выше нее были лишь 4 великие семьи. Семья Сюн была семьей военных, так что у них не было дохода 4 великих семей. Ресурсов у них было не так уж много, а обучать гения, равного молодым мастерам, они не могли. Сюн Тянь-Янь выступил промежуточным звеном. Отправившись с великим генералом навстречу, Мэн Ин достигла с семьей Сюн соглашения. Мэн Ин планировал открыть 10 крупных консервных фабрик, и если бы торговое чудо полагалось лишь на своих сотрудников, это заняло бы много времени. Так что они решили найти надежного партнера. В семье Сюн были люди, сведущие в этой области, обладающие серьезным влиянием. Мэн Ин отправилась в семью Сюн, чтобы подписать соглашение о сотрудничестве и переложить решение вопроса на семью Сюн. Когда все будет согласовано, семья Сюн будет получать в год больше 100 миллионов золотых монет, что увеличит доход семьи вдвое.
Этот доход станет для семьи Сюн основным. Для торгового чуда это было лучшим способом ускорить производство консервов. Когда 10 фабрик будут построены, они смогут производить 5-6 миллионов консервов в месяц. А если будут построены еще несколько небольших фабрик, этого хватит, чтобы насытить рынок страны Южного лета. Позволив семье Сюн производить продукцию и получать пошлину, они тесно привяжут семью Сун к торговому чуду. Это была очень выгодная и эффективная бизнес-стратегия. В торговом чуде им достигла больших успехов. Пока они говорили, небо вдруг охватило пугающее давление божественного зверя. Небо покраснело, а штаб-квартира торгового чуда вздрогнула. Мэн Ин удивленным тоном произнесла «Огненный феникс». «Это Наньгун». Довольно расхохотался Чутянь. Наньгун прорвалась. Видимо, святая таблетка пришлась к месту. Наньгун Юнь достигла царства прославленной души быстрее остальных. Силы Наньгун Юнь уже были очень мощными, а теперь, когда она достигла 4-го уровня прославленной души, она превзошла даже Е Тян Лана и Ло Сян Луна. Чутянь не сможет ее победить. Наньгун Юнь обладала бессмертным звездным телом, 4-м уровнем пробужденной души, несколькими культивационными техниками высокого класса, боевыми искусствами и божественным духовным источником, который усиливал эффект. Ее нынешние силы были выше, чем у Чутяня, но ниже, чем у Чу Синхэ. Она находилась прямо между ними. Конечно же, появление в торговом чуде нового могущественного соратника всех взбудоражило. Все прибежали поздравить Наньгун Юнь. Никто не ожидал, что через 2 дня небо над штаб-квартирой семьи Юнь наполнится молниями. Юнь Я, первой из 4 молодых мастеров, прорвалась на 4-й уровень пробужденной души. Юнь Я, которую прежде считали отстающей, стала первой. Позиции силы и слабости сменились, нарисовалась новая картина. В центральном государстве изменились 4 молодых мастера. Теперь это были молодой мастер Небесного меча Чу Синхэ, молодой мастер Ада Чутянь, молодой мастер Феникса Наньгун Юнь и молодой мастер Фиолетовой молнии Юнь Я. Что касается молодого мастера Небесного волка и молодого мастера Дракона Тигра, то они, потерпев в поединке поражение, так и не смогли догнать ведущую 4. Никто не знал, кто сильнее, но самого высокого уровня достигла молодой мастер Фиолетовой молнии Юнь Я. Естественно, Юнь Тянь Хэ Чу Цума не сошел от радости. Устроив в штаб-квартире семьи Юнь грандиозный праздник, он пригласил членов торгового чуда и их партнеров. Прорыв Юнь Я стал для торгового чуда серьезным стимулом и ранил высокомерие 3 великих семей. Конечно же, Чутянь должен был присутствовать там лично. Его сопровождали телохранитель Чэнь Бин Юй и вице-президент Мэн Цин У. Мэн Цин У привлекла всеобщее внимание. Мало того, что ее красота могла разрушать страны, ее действия в центральном государстве доказали, что в ее таланте можно не сомневаться. По статусу Чутянь находился в торговом чуде выше остальных, но большинство решений компании принимала Мэн Цин У. Чутянь казался людям эксцентричным и немного угрюмым. А с мудрой и прекрасной девушкой легко было найти общий язык. Сюн Удзи сложил ладони. «Младший Чу, когда мы встретились в городе Желтого Камня, я понял, что ты необычный человек, но я и подумать не мог, что ты сможешь изменить жизнь центрального города. Мощь — самая настоящая мощь». Чутянь рассмеялся. «За это я должен поблагодарить семью Сюн. Теперь все мы — члены одной семьи». Семья Сюн была бедна, но теперь мы надеемся, что торговое чудо поможет нам выбраться из нищеты, поблагодарил его Сун Удзи. Засмеявшись, он сказал Мэн Цину: «Вице-президент Мэн, ты быстро растешь. Вижу, ты уже на пике 3-го уровня пробужденной души». Мэн Цин увежливо улыбнулась. «Я все еще не дотягиваю до твоего уровня, великий генерал. Как ты можешь так говорить? Я 45-летний мужчина, я уже преодолел пик жизни, мне теперь нелегко культивировать. А тебе примерно 20, ты на пике жизни». Сюн Удзи махнул рукой, и несколько офицеров принесли коробку. «Что ж, я слышал, что торговое чудо собирает материалы. В моей усадьбе есть кое-что, что я хочу подарить вам». Сердце Мэн Цин уекнуло. Для создания святых таблеток торговому чуду требовалось немало материалов. Даже на рынке центрального государства они не нашли все, что им было нужно. Разумеется, они не забывали о возможности тайного выздоровления 3 великих семей, и это мешало Чутяню культивировать. Торговое чудо не пользуется людьми, оставляя их без вознаграждения. Приняла подарок Мэн Цину. «Мы посчитаем стоимость и доставим деньги во дворец генерала». Сюн Удзи издал хриплый смешок. Слишком вежливо. Сюн Удзи ушел до того, как Цзинь Хао из семьи Цзинь принес кое-какие материалы, которые как раз требовались торговому чуду. Чутянь просто принял их. Некоторые материалы были бесценными. Банкет Юнь принес им немало материалов. Знали они, что торговое чудо, нуждающееся в материалах? Намеренно ли они их купили? После чего подарили торговому чуду, чтобы завоевать расположение, естественно.
Это демонстрировало, каким влиянием обладает торговое чудо, лишь власть влечет за собой лесть окружающих. Чутянь не успел поговорить с торговцами, поэтому поручил это Мэн Цину. Чутянь вышел, чтобы найти Юнь Тяньхэ. Мои поздравления, старец Юнь, теперь у семьи Юнь есть преемник. Будущие достижения семьи Юнь переплюнут даже твои. Юнь Тяньхэ сиял, а на лице у него виднелось волнение. Они пережили упадок семьи, как он мог не радоваться. Ты вовремя пришел, у меня появился кое-какой план. Со старейшинами я уже поговорил, а теперь хочу услышать твое мнение. Видимо, Юнь Тяньхэ принял решение. Я решил сделать Юнь Я главой, а несколько старейшин семьи Юнь будут помогать ей. А я покину пост, это были значимые слова. Юнь Тяньхэ передавал власть в руки Юнь Я, а Юнь Я была очень близка с Чутянем. Юнь Я вместе с Нангун Юнь управляла залом Целинь и считалась членом торгового чуда. Когда Юнь Я начнет управлять семьей Юнь, сотрудничество с торговым чудом зайдет еще дальше. Рассмеявшись, Чутянь спросил: «Старей Юнь, ты еще не такой старый, почему ты хочешь уйти в отставку?» Старческие глаза Юнь Тяньхэ вспыхнули светом мудрости. Рано или поздно семейными делами займется следующее поколение. Я еще могу прожить, и остаток жизни я хочу провести свободным, в поисках чего-то более значимого. Хочешь сказать, что я поощряю сотрудничество секты Юнь и исследовательского центра торгового чуда, а наилучший вариант — это их объединение. Мы создадим крупномасштабную исследовательскую организацию. Чутянь был потрясен. Он восхитился мужеством Юнь Тяньхэ. Секта Юнь была фундаментом семьи Юнь. Почти всю репутацию семьи Юнь принесла именно секта Юнь. Основным источником дохода семьи были талисманы, таблетки, боевые искусства и другие изобретения секты Юнь. Влияние торгового чуда лишь нарастало, постепенно к нему стягивались новые таланты. Вскоре люди будут помнить лишь торговое чудо, а про секту Юнь забудут. Для семьи Юнь это было не очень хорошо. Но для торгового чуда это было значительное преимущество. Меньше, чем через полгода, торговое чудо станет новой силой. Но набрать людей за один день было нельзя, на это требовалось больше времени. Если секта Юнь, за плечами которой лежали век истории, объединится с торговым чудом, это сэкономит много времени. Торговое чудо вмиг достигнет вершин страны Южного лета. Хорошо, но два имени слишком громоздко. Подумал Чутянь. С этого дня исследовательский центр торгового чуда будет называться сектой Юнь. На этот раз поразился Юнь Тяньхэ. Чутянь отказался от названия торгового чуда. Несомненно, это было серьезным подарком для семьи Юнь. Для Чутяня название исследовательского центра не имело значения, бесспорно, оно лишь давало репутацию. Но для семьи эта репутация была заточенным оружием, и Юнь Тяньхэ был в восторге. С этого дня начинает существование новая секта Юнь. Лишь несколько слов. Чутянь и Юнь Тяньхэ создали объединение, которое потрясло центральный город. Секта Юнь покинула семью Юнь и стала исследовательским центром, который работал на торговое чудо. Благодаря оборудованию и материалам, которые секта Юнь копила веками, торговое чудо открыло несколько новых штаб-квартир. Секта Юнь обзавелась новым влиянием. Половина принадлежала торговому чуду, а половина — семье Юнь. Юнь Тяньхэ считал, что принял верное решение. Торговому чуду нужны были материалы секты Юнь, а торговое чудо могло помочь секте Юнь выйти за пределы страны Южного лета и прославиться на весь континент. Базовая структура чудесной группы сформировалась. Было чудесное питание, отвечающее за рестораны с энергетическими горшками. Было чудесное медиа, отвечающее за вещание, коммуникации и иное обслуживание. Была компания Южного облака, отвечающая за талисманы и таблетки. Также они приобрели наемников подземного мира, позволив им обучать культиваторов. А исследовательский центр слился с сектой Юнь, что позволило им создать сверхмощную команду. К тому же, торговое чудо открыло обучающие курсы зала Целинь. Там обучались новые таланты, а торговое чудо находило среди них свежую кровь. Зал Целинь готовил для торгового чуда новых подчиненных. Мэн Цин лично создала бизнес-объединение торгового чуда. К ним присоединились семьи из центрального государства, среднего и низшего класса. Они отвечали за производство, транспортировку, обработку материалов, все планировалось ради создания внутренней экосистемы. Торговое чудо создало себя само и взлетело. Устранив барьеры, они оказались перед открывшейся им широкой дорогой. Глава 205. Чрезвычайная ситуация. О своем решении Юнь Тяньхэ объявил перед всеми старый патриарх, который возглавлял семью уже больше 50 лет. Это было самое важное решение из всех, что он принимал, и последнее решение, которое он принял перед тем, как уйти в отставку. Семья Юнь погибнет вместе с торговым чудом. Если торговое чудо будет процветать и семья Юнь.
Если торговое чудо умрет, то это будет тяжким ударом по жизненным силам семьи Юнь. Старого патриарха переполняли решимость и амбиции. Древняя семья с двухвековой историей обладала таким мужеством. А чем могут беспокоиться новые семьи, которые прожили всего несколько десятилетий? Даже если небеса рухнут, они будут с ними сражаться, большинство решили следовать за торговым чудом. Чем влиятельнее будет торговое чудо, тем больше денег они заработают. Мэн Цин-У была полна радости. Она и подумать не могла, что старшая Юнь будет так доверять Чутяню, на этот раз семьи Чу, Ло и Е не рискнут совершать опрометчивых поступков. Но вскоре после оглашения решения появились плохие новости. Семья Юнь услышала голос: «Здесь господин мэр». Это предложение повергло всех в шок. Кто не знал об отношениях Чутяня и мэра, почему мэр решил навести семью Юнь именно сейчас? Мэр занимал самое высокое положение в центральном городе. Согласно этикету, им нужно было его поприветствовать. «Почему вы еще здесь?» Член семьи Юнь не скрывал враждебности. Юнь Тяньхэ сохранял спокойствие. «Мэр здесь, почему вы не идете его приветствовать?» Появились лучшие телохранители мэр. Их доспехи разили жаждой убийства, а оружие сверкало холодным блеском. Они плотно выстроились в две колонны, а их кровожадность полностью уничтожила праздничную атмосферу банкета. Они пришли с недобрыми намерениями. Фэн Юн Лун был одет в роскошную мантию, а на голове у него виднелась нефритовая корона мэра. Рядом с ним стояли несколько стражников и министров. «Старец Юнь!» Широко улыбнулся Фэн Юн Лун. С жалобным видом он произнес: «Молодой мастер фиолетовой молнии сделала огромный шаг вперед, и для центрального города это очень счастливое событие. Как вы могли не оповестить меня? Я должен вручить подарок». Все с печальным унынием переглядывались. Если бы они не знали о внутренних конфликтах, то подумали бы, что семья Юнь и дворец мэра до сих пор в хороших отношениях. Протянув к мэру руки, Юнь Тяньхэ смиренно произнес: «Это небольшой шаг, и мы не решились тебя беспокоить». «Какая скромность!» Махнул рукой мэр Фэн Юнь Лун. «Давайте, несите подарок». Два стражника принесли большую коробку. Все переглядывались, не смея вымолвить ни слова. Что за лекарство принес мэр? Гражданин Чутянь здесь и готов поприветствовать мэра. Вышел вперед Чутянь и с фальшивой вежливостью произнес: «Надеюсь, мэр проживет 1000 лет, а сын мэра скоро выздоровеет и снова заставит центральный город сиять». Люди не удержались от смеха. Чутянь явно пытался разозлить мэра, Фэн Юн Лун умел контролировать свое поведение, однако угол его рта дернулся. Стиснув зубы, он сказал: «Президент Чутянь воистину великодушен». Я вспылил, и между нами возникло некоторое недопонимание. «Надеюсь, ты не обижаешься», — Чутянь рассмеялся. «Как я могу обижаться? Я привлекаю лишнее внимание, таков уж мой характер. Всякий раз, когда я выхожу на улицу, собаки порываются покусать меня. Но случается это часто, поэтому я лишь улыбаюсь и не обращаю внимания. Надеюсь, ты не обижаешься на меня». На лбу Фэн Юнь Луна вздулась вена. Он зашел слишком далеко, разве он только что не сравнил мэра с собакой? Сарказм Чутяня распознали все. Если мэр проигнорирует это, то ему придется презирать себя. Юнь Тяньхэ понял, что мэр вот-вот выйдет из себя, поэтому со смешком вышел вперед. «Пожалуйста, господин мэр, займея почетное место, не стоит». Холодно произнес мэр, перестав притворяться. «Я навестил семью Юнь не просто так. В центральный город направляется особая миссия». Услышав это, все оторопели. Мэр достал черный жетон. Посмотрите внимательно. Это был жетон с выгравированным изображением короткого меча. Хотя материал, из которого был изготовлен жетон, встречался часто, от жетона исходила сильная кровожадность. На нем был выгравирован большой иероглиф «У». Жетон правителя. Юнь Тяньхэ и остальные бросили на жетон шокированные взгляды. Фэн Юнь Лун холодно произнес: «Это приказ безмольного правителя, почему вы еще не преклонили колени?» Словно пробудившись ото сна, все почтительно поклонились. Юнь Тяньхэ и Сюну Цзи отвесили глубокий поклон. Чутянь потянул Мэн Цин-У в сторону. Заметив ее странное выражение лица, он полюбопытствовал: что такое жетон правителя? «Тихо!» — понизила голос Мэн Цин-У. Так называемый жетон правителя — это жетон правителя. В стране Южного Лета лишь 3 звания — маркиз, правитель и король. Маркизы — это 8 маркизов страны Южного Лета, правители — это 3 лорда имперского города, а самое высокое звание у короля страны Южного Лета. 3 правителя, их статус выше, чем у 8 маркизов. Мэн Цину продолжила: 3 правителя страны Южного Лета — это Наньгун Янь, правитель Пылающего Солнца, Дун Фангань, безмолвный правитель, и Шэнгуань Цанфэн, совершенный правитель.
Правитель Пылающего Солнца, безмолвный правитель и совершенный правитель. Даже если бы Чутянь был дураком, он бы все равно понял, что это люди 3 великих семей страны Южного Лета, 3 поста правителя были в руках 3 великих семей. Неудивительно, что у них была такая репутация. Безмолвным правителем был глава семьи Дунфан. Можно сказать, семья Дунфан контролировала вооруженные силы страны, большую часть армии, кавалерию и флот. Скажем так, безмолвный правитель обладал наибольшей мощью, и для граждан страны Южного Лета он был богом-защитником. Сражаясь с духовными зверями, он возглавил миллионную армию и даровал 200 миллионам жителей страны Южного Лета мирную жизнь. Иначе северная граница рухнула бы, а звери пронеслись по стране Южного Лета и истребили все. Трудно было поверить, что такая важная фигура лично отправила приказ в центральное государство, и Юнь Тяньхэ ощутил беспокойство. Безмолвный правитель был крайне безжалостным, никто не смел не подчиняться его приказам, даже 3 великие семьи. Что уж говорить о 4 великих семьях центрального государства. Подделать жетон правителя было невозможно. Фэн Юньлун не посмел бы подделывать жетон безмолвного правителя, иначе его не спас бы даже маркиз Божественного Ветра. Жетон подразумевал приказ. Жетон был лишь доказательством истинности, а настоящий приказ исходил от правителя. Каким был приказ правителя? Сложный вопрос. Чутянь не мог не подчиниться. Мэр громко выкрикнул: «Прочтите приказ правителя». 2 министра с почтением встали и осторожно открыли фиолетово-золотой ящик, вытащив оттуда свиток с изображением дракона. Они начали читать приказ. Приказ безмолвного правителя, центр южных земель столкнулся с катастрофой. Упавший с неба пылающий демонический камень уничтожил центр громового государства. Он разрушил город и уничтожил больше 1 миллиона гражданских. Также активизировались демоны, которые нанесли землям королевствам серьезный урон и загрязнили их. Южному государству и центральному государству приказано отправить подмогу, чтобы уничтожить демонов и спасти громовое государство. Молодежь может воспользоваться моментом и получить опыт. Мэр города выберет участников, которым запрещено оказываться или сбегать. Участник получит значительное вознаграждение. Приказ нужно выполнить немедленно. Подписавшиеся 3 великие семьи. С почтением огласив приказ, Фэн Юньлун холодно улыбнулся и окинул всех взглядом. Приказ правителя четко все объясняет. У вас остались сомнения. У Юнь Тяньхэ стало тяжело на сердце. Плохи дело. В громовом государстве случилась катастрофа. Центральное государство граничило с южным государством, поэтому помощь было удобнее отправлять оттуда. Однако безмолвный правитель решил воспользоваться моментом, чтобы подготовить молодое поколение, и позволил Фэн Юньлуну выбрать участников. Хотя приказ был прост, он хотел, чтобы другие государства пришли на помощь. Значит, ситуация в громовом государстве была очень плохой, а путешествие будет полно опасностей. Хуже всего было то, что мэр оказался одним из участников. Фэн Юньлун с улыбкой произнес: «Самые талантливые представители молодого поколения — это Чу Синхэ, Ло Сянлун, Е Тянлан и Юнь Я, поэтому будет логично отправить именно их. Но 3 из них тяжело ранены и не подходят для участия в миссии. Какое счастье, что Юнь Я прорвалась на 5-й уровень пробужденной души и может стать лидером команды». Лицо Юнь Тяньхэ омрачилось. У мэра в руках были жетон правителя и приказ, он вообще не мог отказаться. К тому же, недавно я узнал о новых 4 молодых мастерах. Чу Тянь, молодой мастер ада, и Наньгун Юнь, молодой мастер огненного феникса, тоже будут приняты в состав миссии. Мэн Цин устиснула кулаки. Мэр воспользовался шансом и отомстил. Я не могу ничего изменить. Юнь Тяньхэ понимал, что не сможет повлиять на ситуацию. Я добровольно готов стать лидером спасательных сил. Конечно же, спасательным силам нужно 2 эксперта истинной души или хотя бы 1, но старец Юнь — ученый, поэтому ты не подходишь для этой миссии. Странно посмотрел на него Фэн Юньлун, у меня есть другой кандидат. Недавно вернувшийся удаленный великий старейшина Чуши. Он обладает высоким уровнем культивации и мечом, пьющим кровь, а репутация его равна репутации старца Юня, так что я хочу, чтобы команду возглавил он. Юнь Тяньхэ не сдержался. Ты сознательно строишь козни. Я не согласен. Чуши возглавит команду, которая вместе с Чутянем отправится в громовое государство. Разве Чутянь вернется обратно? Холодно улыбнувшись, Фэн Юньлун произнес: я просто решаю задачу. Громовое государство пережило катастрофу, ситуация опасна, поэтому отправить надо кого-то сильного, это естественно. Старец Юнь и Чуши — оба эксперты истинной души, но боюсь, что боевой опыт Чуши делает его более подходящим кандидатом. Посмотрим, куда ты сбежишь от жетона и приказа правителя. Фэн Юньлун поступил как эгоист, но имперский город не мог ничего возразить. Чуши только что вернулся в центральное государство, мы должны дать ему отдохнуть. Раздался мягкий голос, который заставил всех задрожать.
Насколько я знаю, маркиз Золотой Стрелы из Громового государства и Восточный маркиз из Южного государства стали лидерами добровольно. Чем центральное государство хуже? Я лично возглавлю команду. Это хороший шанс для Цай получить кое-какой опыт, двое упали в обморок. Маркиз Божественного Ветра кинулся к Фэн Цайды. Аура Фэн Цайды стала совершенно иной. Фэн Юнь Лун тут же помрачнел, потому что культивационный уровень Фэн Цайды был уже на 4-м уровне пробужденной души, проклятие. Он и подумать не мог, что маркиз Божественного Ветра станет добровольцем. Такой шанс выпадал раз в 1000 лет, но появление маркиза Божественного Ветра лишь усложнило задачу. Маркиз Божественного Ветра посмотрел на Фэн Юнь Луна. Какие-то возражения? Нет. Я бы не посмел. Услышав в голосе двоюродного брата гнев и недовольство, он быстро поклонился и сказал: «Мы выполним волю двоюродного брата». «Вопрос решен», — махнул рукой маркиз Божественного Ветра. «Готовьте корабли, соберите элиту штормовой кавалерии, мы отбываем завтра ночью. Мы должны добраться до Громового государства как можно скорее».